Недовольны медициной. Плохое воспитание. Германия — это иммигранты. Кто-то, наверное, не хочет, чтобы про него часто приезжают обратно сюда. Свалить в Германию и открыл свой бизнес и все. Живут все жопа к жопе. Мое мнение. И так все уезжают с Германии в Россию. Ребята, добрый день. С вами сегодня Володя. И мы поговорим о том, почему и чем двигает людей уехать из Германии. Недавно, 2 недели назад, мой знакомый Сергей сделал видео, как уезжали его друзья, и видео очень быстро набрало оборот. И мы с ним разговаривали насчет этой темы, и я почему-то решил сделать свое видео и рассказать о своем мнении, как я обо всем этом думаю, почему люди уезжают с Германии или типа уезжают с Германии, так как я тоже много слышал от знакомых, то что люди уезжают, опять приезжают, почему они уезжают, и в этом видео будем разговаривать об этом. Кстати, если вам интересно видео Сергея, то переходите по ссылке, ссылка будет стоять снизу под видео, но я думаю, что видео очень сильно разошлось по многим соцсетям. Видео набрало 340 тысяч просмотров. И я думаю, что кто-то из вас уже даже и видал и познакомился с Сергеем. Но если, конечно, кто-то собирается уехать с Германии, то у него какие-то есть причины. Сделать свой бизнес в России. Об этом мы поговорим. Многие недовольны жильем в Германии или жизнью, то, что здесь скучно. Ну и все такое. К этому мы тоже очень сильно обратим внимание. Люди, которые уезжают отсюда, недовольны местной медициной. И, я не знаю, об этом мы тоже поговорим. Плохое воспитание детей в Германии, плюс садики, школы. Этому мы очень большое внимание уделим, потому что я не такого мнения. Самое главное, что сейчас здесь в Германии, это иммигранты. Итак, друзья, давайте, наверное, снимем розовые очки. Я здесь в этом видео никого не буду хвалить, кто уезжает. Я просто буду рассказывать истории, которые мне рассказывали знакомые. Имен здесь не будет и фамилий, так как меня тоже смотрят много с моего города. И, наверное, кто-то, не хочет, чтобы про него именно вот так вот разговаривали. Бегу наперед. Все, что я скажу в этом видео, это чисто мое мнение. Так что не судите строго. Итак, бизнес, бизнес. Все хотят уехать в Россию и открыть свой бизнес. Ну, ребята, честное слово, если я живу в Германии и у меня не хватило мозгов открыть свой бизнес здесь, в Германии, раскрутиться как-то, то я не думаю, что приехав в Германию, тебе скажут: о, здорово, Ван, мы тебя ждали, давай открывай свой бизнес, мы тебе поможем, поддержим. Я считаю, что это глупо думать, что если я сейчас здесь все, свои манатки все продам, свой дом, скажем, вот сейчас я продам дом, выплачу, сколько там я должен банку еще сумму, и у меня там останется пусть 90 тысяч евро, я их возьму, приеду в Россию, куплю дом и открою свой бизнес. Нет, ребята, я считаю, что это глупо так думать. Вот сейчас мне скажут: да, вот у меня знакомый там поехал, он сейчас там живет, раскрутился, все. Да, ребята, те, которые уезжают и делают там бизнес, запомните, у них был в Германии свой бизнес. У меня даже не в знакомых, а знакомых через знакомых, да, скажем вот так вот, есть друзья, которые здесь открыли свой бизнес, раскрутились здесь и получили приглашение от своих партнеров, скажем, в России. Один знакомый сейчас живет в Санкт-Петербурге, и тем, чем он занимался в Германии, сейчас он занимается в России. Понимаете, ребята? Он приехав в Россию, привез свой бизнес, свои деньги, свои инновации, свои мысли. У него уже была инфраструктура. Как говорится, он уже приехал готовый человек. Он просто те деньги, которые делал здесь, делает теперь дальше в России и живет там. Вот. Этим людям, да, реально жить и делать бизнес в России. И я скажу, что эти люди часто приезжают обратно сюда в гости. Ну, может быть, у кого-то родственники, у кого-то еще что-то. Но я вот так вот себя спрашиваю: ну если ты уехал в Россию, у тебя там крутой бизнес, тебе там все хорошо,
с какого хрена ты еще приезжаешь 2-3 раза в год в Германию, типа в гости. Здесь же так беспонтово все. Ну, не знаю. Ну, вот это вот мое мнение насчет людей, которые наивно думают свалить в Германию и открыть свой бизнес. Ну, таких я вот еще людей не знаю, которые вот с нуля здесь вот простой работяга, который работал где-то, скажем, каменщиком, сказал, поеду я в Россию заниматься бизнесом. Таких я еще не знаю. Конечно, может быть, у кого-то есть знакомые, может быть, кто-то смотрит видео и скажет, Вован, вот я сижу, Серега, я уехал с Германии, сейчас открыл свой бизнес и все ништяк. Не знаю, пишите в комментариях. Следующий пункт – это плохая жизнь в Германии, ребята. Плохая жизнь в Германии. Нету здесь свободы в Германии. Здесь везде нас защемляют, не дают раскрыть нам душу. Чепуха это. Все это чепуха. Я не знаю, если здесь была бы плохая жизнь, до сих пор бы столько бы людей с России сюда не ехало бы. Мне до сих пор пишут в комментариях или в личку, я хочу приехать в Германию с семьей, Вован, помогите. Кстати, тем, кто смотрит это видео, ребята, я никому помочь не могу сюда приехать, так как у меня нету на это время, ресурсов и знаний, как вот вам попасть в Германию. Смотрите других видеоблогеров с Германии. Есть много видеоблогеров, которые помогают с оформлением бумаг, помогают где-то устроиться, вот это все. Я даже не знаю, где, как делать бумаги, так как мы уже в Германии живем порядком. Мы приехали в Германию в 96 году, и вот с тех пор я с Германии в Россию еще не выезжал. Да, плохая жизнь. Ну нет, ребята, плохая жизнь здесь. Нет, это не плохая жизнь. Нету свободы, тоже скажу нет. Ребята, что вы подразумеваете свободой? Ну, говорят, вот в городах здесь так все застроено, живут все жопа к жопе. Ну, вас никто не гонит в город. Понимаете? Если вы хотите свободу, как вот, скажем, если мы подразумеваем свободу, это вышел с дома, и у тебя здоровый огород, поле, ты смотришь далеко, и сосед твой, скажем, метров 100 от тебя, то езжайте в деревню, ребята, езжайте в деревню, живите в деревне. Я, например, в деревню не хочу жить, потому что я вырос, родился в деревне, но хочу жить в городе. Мне нравится в городе жить. Мой брат живет в деревне, у него в деревне свой дом, большой участок, где-то 1000 квадратных метров. По сравнению с моим домом, это ничто, если я буду сравнивать мой дом с его, это ничто. Так что есть возможность уехать просто в деревню и жить там. Но этого никто не хочет. Все хотят жить в городе и хотят иметь большие участки. Конечно, в городе участки дороже. Многим не хватает здесь свободы. Ну, что вы подразумеваете свободу? Поехать просто в лес и пожарить мясо, шашлыки. Да, в Германии нельзя в лесу разводить костры и делать вот так вот пикники просто вот так вот. Ну, ребята, ну это имеет хорошую причину, так как мы не можем просто приехать в лес, культурно там посидеть. Потому что если мы уедем с леса, мы оставляем весь срач там. Не только мы русские, и немцы, и все. Из-за этого просто в Германии введен такой закон, что нельзя в лесу не разводить костры и все такое. Ну, а можно гулять, можно ходить в походы. Кстати, ребята, я этим и занимаюсь. Я хожу по Германии, по лесам, в походы, беру с собой детей. И вот если кто-то мне говорит, что в Германии нету свободы, некуда сходить, я спрашиваю, вы выходили, пробовали уходить за свой участок, со своего района, сесть в машину, съездить с детьми куда-нибудь в парк или еще куда-нибудь? Это делают те люди, которые весь день сидят дома. Конечно, если ты живешь в квартире и после работы ты пришел, тебе никуда не охота ехать и потом вот так вот сидеть, о, сейчас бы мне свободу. Но если вы уедете в Россию, что думаешь, ты после работы будешь каждый день ездить в лес, что ли? Нет, конечно. Так что я считаю, что человек, который уезжает с Германии в Россию за свободой, вот такой вот обширный, я не знаю.
Может быть, мы в разных Германиях живем. Ну, если вам интересно, зайдите, пройдитесь по моим видосам. У меня примерно в плейлисте стоят 200 видосов. И посмотрите, где и как я за год отдыхаю, куда я езжу. Я очень много езжу по Германии. И если это делать с умом, это больших денег не стоит. Вот так вот. От некоторых тоже можно услышать про медицину, что многим здесь не нравится медицина, что здесь вот так вот все запущено, что если идешь к врачу, надо долго ждать, обращение к тебе свинское и все такое. Но если это вот так вот, да, почему многие с России, с Казахстана приезжают лечиться, скажем, с бывших стран СНГ или России, приезжают лечиться в Германию? Вот это я не пойму. Ребята, ну не знаю, у меня такого еще опыта не было, чтобы я мог бы сказать, в Германии медицина жопа. Слава богу, у меня в семье с сильными такими хроническими заболеваниями никто не болеет, но если нам нужно там сходить к зубному, к детскому или еще куда-то, проблем нету. Ну да, вам нужно сделать термин. Конечно, вы не можете прийти вот так вот сказать: здравствуйте, я Володя, у меня зуб болит, так быстро меня возьмите, мне через полчаса нужно на работу. Конечно, может быть, даже вас отправят домой и скажут: извините, но у нас сидят в комнате еще 10 таких Володь, которых болят зубы, и они пришли по термину или они пришли со временем. Это означает, что со временем ожидания. Конечно, вам могут сказать: извините, или ждите, или идите на работу. Вот так вот. Но это, мне кажется, везде так. Также говорят, что вот детские врачи тоже плохие здесь. Ну, врача вы здесь можете выбирать. Ребята, если вам не нравится один врач, вы можете пойти к другому. Вас никто не держит. Также у нас, скажем, я по своему опыту рассказываю, да, вот это я ничего не придумаю. Когда мы завели детей с первым ребенком, мы были категорически против прививок. И представьте себе, я нашел врача, который, конечно, мне по ушам поездил туда-сюда. Вот, вы неправильно делаете насчет прививок. Я подписал бумажку, и меня оставили в покое. Мои дети оба без прививок, они не привиты. И никто у меня детей не забрал. Мол, типа, я плохой отец, и я не поставил детям прививки. Все в Германии возможно. Я не знаю, или в России вот так вот можно просто отказаться от прививки, скажем, например. Ну, это другая тема, конечно. Насчет прививок должен каждый сам знать. Я вам говорю просто как примером, например. У меня никаких проблем не было. И, скажем, тоже ходят слухи, что вот если у ребенка нету прививки, тебя ребенка не возьмут в детский садик или в детскую, в школу, да. Не знаю, у меня оба ходили в садик, один до сих пор ходит, дочка ходит в 3 класс, и никаких проблем нету. Вот. Так что медицина нормально в Германии. Многие жалуются на воспитание немецкое, на немецкие школы, на немецкие садики. Мол, типа, дети не хотят ходить в садик, не хотят ходить в школу. Ребята, честно говоря, когда я ходил в школу в Казахстане, я тоже утром не хотел вставать, идти в школу, да. Скажем, если я скажу своему пацану, что ты сегодня не пойдешь в садик, то, что он там, скажем, закрытый или еще что-то, у меня дома будет сперва рев с утра пораньше. Потому что у Андрюхи там друзья, и если он их 1-2 дня не видал, это катастрофа. Это все. Он кричит: где Ивон и Дэнни? Дэнни — это Ивон и друган, кстати, тоже Дэнни такой же смешанный, как и мы все. Он полуамериканец, полуполяк. И дети играются очень даже хорошо и дерутся. Так что садики и школы здесь отличные. Я не знаю. Также у вас есть выбор выбрать школу для своего ребенка самого. Если захотите, можете пойти в платную школу. Вас никто не держит. А насчет воспитания, ребята, ну, воспитание идет из дома. Но если вы из дома не дали ребенку воспитание, то вы не можете ожидать, что вы отдали ребенка в детский сад,
или в школу, и они его там вам воспитают. Если вы дома будете матюгаться и друг к другу относиться как собаки и на ребенка не обращать внимания, то какая может быть речь идти о воспитании, что ребенок ваш будет воспитанный. Запомните, ребенок смотрит на вас, и он ваше зеркальное отражение. Вот. Воспитание. Вот когда мне говорят, в Германии нет воспитания. Да, есть быдло, но быдло везде есть, ребята. Как будто нету в России или в Казахстане быдла. Смотря в каком районе живете. Я жил тоже, когда у нас детей не было, в таком районе, где, например, с детьми жить я бы не хотел. Потому что там, судя по социальной структуре, там живут очень бедные дети и родители. И если у них, как говорится, сильно такой оценки на воспитание нету, то, конечно, там и дети не воспитаны. Но я скажу, что воспитание идет из дома, от родителей. Так что не надо кричать, что в Германии нет воспитания. Что, например, многие еще говорят, что государство не разрешает воспитывать моего ребенка так, как я хочу. Что приедет, например, социальная служба и заберет моих детей. Ребята, если вы будете дома своего ребенка ремнем, конечно, дубасить, и когда-то ребенок расскажет в школе или в садике, что у меня вот, если я не слушаюсь или не съел, папа меня бьет ремнем, то, конечно, приедут. Я, например, против воспитания ремнем. Вот так. У меня тоже 2 детей, 8 и 3 года им, и ремня еще никогда никто не получал. И, как говорится, у меня свой подход к воспитанию, и у меня получается, я их не подкупаю конфетками или еще чем-то, и я не боюсь, что приедет ко мне соцслужба и заберет детей. Вот так. Все просто так не бывает. Запомните, если там кто-то рассказывает, вот приехали, забрали наших детей, запомните, в этой семье что-то было. Просто так ничего не происходит. Прежде чем приедет социальный педагог и заберет ваших детей, они приезжают, разговаривают с родителями, разговаривают с детьми, и они тоже потом выясняют, в чем проблема. Так что воспитание и вся эта структура, ребята, зависит от вас. Так что не надо на кого-то показывать пальцем и говорить, я привел тебе его в садик или в школу, ты мне его не воспитал. Ёк-марёк. Ну и подойдем, конечно, к последнему пункту, это иммигранты. Я его специально оставил на последний, как говорится, в конце видео это обсудим. Иммигранты. Да, приезжают сюда иммигранты, и многим нашим не нравится. Я не знаю, в нашем городе тоже хватает иммигрантов, но вот так вот как сильно у меня стычек не было, чтобы я с кем-то там, какие-то конфликты были. Я сейчас за всех говорить не буду, я сейчас не буду их брать в защиту за них, как-то заступаться. Конечно, ребята, запомните, в каждой нации есть свиньи, козлы и всякой шушеры, запомните. Вы не забывайте, когда мы приехали в 96-х, там, 95-х, какая была наша молодежь. Я сам приехал, мне было 16 лет. Я помню, когда мы жили здесь в городе, нам был уделен отдельный отель в центре города. И поверьте, ни один немец вечером один не гулял там. Потому что наша молодежь то заберут шапки, то заберут куртки у прохожих, то требовали тоже деньги. Рядом был магазин, я еще как сегодня помню, Экстра, потому что магазин назывался Экстра, потому что когда мы приехали в Германию, и первый раз, когда я пришел в магазин, я был просто вау, все просто так лежит, можешь брать. Сами помните, я не знаю, как сейчас в данный момент, но я помню у нас, когда мы уезжали, если что-то надо, ты стоишь за прилавком и показываешь пальцем, что тебе надо, а здесь все лежит. Так наши вот ребята, у которых очень много было время, поверьте, когда вы приезжаете, у вас здесь пока есть много времени. Вам надо определиться, вас определят пока в школу, пока вас определят на какие-то шпрахкурсы или еще в какую-нибудь шабашку или контору.
Ну и вот, магазин, да. Наши ребята там таскали водку. Не покупали, они ее воровали. И не только. И запивон, и это. И они были до такой степени наглые, что, выходя с магазина, где-то метров 50 была игровая площадка, устраивали там просто пьянки. И когда заканчивалась водка, они просто в наглую шли опять в магазин и опять воровали ее. И этот магазин просто-напросто спустя пару лет просто закрылся. Я не знаю, или они обанкротились, потому что наша молодежь вытащила всю водку. Ну, я этим хочу сказать, что когда мы приехали сюда в 96-е года, или, скажем, даже до 98-х, когда ребята сюда приезжали, молодежь, они тоже здесь что только не творили, что только не бомбили, и бомбили магазины. Даже был случай, когда тут, ну, так, знаю, на лицо ребят, они еще молодые были, залезли в русский магазин, вытащили все золото. Их, конечно, поймали, потому что наша молодежь бесстрашная. Также спиливали сигаретные автоматы, их раскручивали, выламывали, вытаскивали деньги, сигареты, ну и все вот это вот делалось. Просто раньше не было такого интернета, как сейчас, потому что сейчас, если что-то произойдет, сразу делается фотография, пишется какая-то статья, и это быстро расходится, и кидается в глаза. Но если я так вот думаю назад, 96-й, когда вот мы приехали, 96-97 год, если бы тогда был интернет и вот эти вот телефоны, которые у нас сейчас есть, то, поверьте, про нашего брата бы ходили бы такие истории, что стыдно было бы кому-то смотреть в глаза, потому что ты русский. Вот. Конечно, приезжают сюда иммигранты, одни парни, и многие тоже приезжают, они криминалы, и творят здесь, что хотят. Я уже до этого сказал, что я их не защищаю, но и я считаю, что это не повод для меня валить с Германии, потому что приехали сюда иммигранты. Когда-то это тоже все успокоится, они станут, как мы, может быть, коренными немцами, и тоже забудут, как куролесили, потому что наши русские часто забывают, как они куролесили, они теперь стали взрослые, каждый понакупал себе дома, всем плохо живется теперь, и все едут в Россию. Так что, ребята, когда вот такое вот видео выходит, и кто-то мне рассказывает, что он уезжает из Германии, потому что здесь плохо жить, и еще это прибавок молодые люди, я не знаю, чем это их, что это их подтолкнуло. У каждого, конечно, свои причины есть, кто-то чем-то недоволен, кто-то чем-то разочаровался здесь, в Германии. Ну, поверьте, в Германии жить, я сужу по себе, можно и нужно. Если приехал в Германию, живи, работай, как мне сказал один хороший мужик, я с ним работал, он сказал: Володя, Германия любит русских работяг. Так что если вы приезжаете в Германию, хотите работать, хотите что-то поднять, Германия вам в этом поможет. Конечно, здесь налоги, ну а не будет налогов, не будет чистая страна. Вы же приезжаете, видите, что чисто, все убрано, нигде ничего не валяется. А откуда это все? Это все платится с налогов. Ну, сейчас кто-то начнет рассказывать, что вот, если бы налогов не было, нам бы жилось еще лучше. Если бы потом налогов не было, мы бы нашли бы еще какую-то причину, чтобы нам жилось еще лучше. Так что, ребята, давайте на этой хорошей ноте мы, наверное, закончим это видео. Я, так скажем, высказал свое мнение, а остальное все зависит от вас. Пишите под комментарием, кто задумывается уехать в Россию, в Казахстан обратно. Какие ваши причины? Может быть, кто-то смотрит меня, кто уже уехал давно назад и живет как сыр в масле, а может, кто-то уже и обратно вернулся. Пишите в комментариях свои мнения. Я очень буду рад вашим комментариям. Ну и, конечно, вашей подписке. Так что, ребята, давайте. Хорошего дня. С вами был Володя, и это мое личное мнение.